Бали – невероятное место, которому удалось сохранить свою культуру и поделиться ею с миром. Мы провели там 3 недели, каждый день вставали рано утром, а ложились поздно вечером. И в этом видео я поделюсь с вами топ-10 местами, которые я рекомендую посетить. Десятое место. Бали Пулина. Это плантация кофе. Здесь производят один из самых дорогих кофе в мире – Kopi Luwak, стоимостью до $700 за килограмм. Вам покажут весь процесс приготовления, познакомят с мусангами, из экскрементов которых его готовят. Это конкретно какашки моют. Потом с них снимают 2 слоя обертки такой. И потом уже обжаривают. Пробуем. Кофе пожаренное. Подадут разные интересные чаи. И все это абсолютно бесплатно. Берем чай. Плантация не экспортирует кофе и живет за счет продаж туристам. Сервис у них супер ненавязчивый, то есть никто не заставляет тебя ничего покупать, и этим они к себе, наоборот, все больше туристов приманивают. Мы не остались в стороне и купили Kopi Luwak. 280 тысяч по молотой, но мы спросили, есть сами зерна по 200 тысяч. Но больше всего в этом месте меня зацепила атмосфера спокойствия, балийской музыки и прекрасного вида на рисовые поля. Девятое место я отдаю 2 храмам. Первый – это Улувату, один из ключевых на Бали. Он расположен прямо на 70-метровом утесе над Индийским океаном. Выглядит очень эпично. Там можно провести весь день, только наблюдая, как волны разбиваются о скалы или знакомясь с местными обитателями. Второй храм – Лемпуянг Лухур, лестница в облака. Расположен на горе. Путь на саму вершину может занять часа 2. Именно здесь делают красивые фотографии с балийскими воротами, по центру которых расположен вулкан. Делают крутые фотки на весь Инстаграм. 8 место. Храм Улундану расположен прямо на озере Братан. Из-за этого создается впечатление, что он плывет по воде, а горы на фоне добавляют величности этому месту. Во время нашего посещения на озере был туман, который добавил мистического оттенка. Реально, фон тут очень классный. Тут можно просто остаться, весь день сидеть и погруженный в свои мысли размышлять и наслаждаться прекрасным видом. Мне очень нравится. Совсем рядом находятся ворота гольф-поля. Одни из самых красивых ворот на Бали, поросшие мхом. Гармонично смотрятся с горами и джунглями на фоне. 7 место. Кута. Самая туристическая точка на острове. Крайне не советую останавливаться здесь надолго. Из-за типичных тусовок и расположения на юге это не лучшее место для познания Бали. Здесь все такое хендмейдовое, все такое творческое, все такое разноцветное. Вообще солнышко подгревает. Зимой, летом, весной, осенью. Атмосфера радости и веселья. Это одна из самых крутых точек для обучения серфингу. Песчаное дно, хорошая пена, много пиков, простые волны. Но вся магия здесь начинается вечером, когда солнце уходит в Индийский океан и волны создают сюрреалистичные зеркальные отражения неба на песке. Шестое место. Водный дворец Тиртаганга. Настолько близок к вулкану, что однажды был полностью разрушен его величеством. Но, к счастью, балийцы восстановили это место, и теперь мы можем почувствовать себя индонезийскими королями и ходить по воде.
Наступая на эти круглые камни, расположенные почти с уровнем воды, можно кормить вечно голодных, но откормленных рыб, которые плавают под ногами. Так, ну это становится уже слишком жутким. Просто капец какой. 5-е место. Пляжи Бали. Но не типичные, а более экзотические, черные. О, только посмотрите на этот песок. Он весь черный. Лава потоком стекает в океан, отчего остывает и превращается в камень, а после в песок. Пляж Пасут – один из самых лучших представителей таких пляжей. Рядом находятся виллы, которые были оставлены на разрушение природе и выглядят очень впечатляюще. Купаться там тяжело из-за мутной воды, зато можно проехаться на мотоцикле или скутере и почувствовать себя свободным как никогда. Четвертое место. Я отдаю 3 водопадам, которые являются неотъемлемой частью познания природы этого острова. Тукаце-Пунг находится как будто в пещере. Из-за этого звук водопада отбивается от стен и оглушает с двойной силой. Вау, этот водопад очень крутой. Атмосферное место здесь. Пришли местные, запалили аромасвечечку своим духом. Очень круто. Балийцы оставляют свои приношения в знак почтения. А я удостоился постоять прямо под водопадом и прочувствовать всю его небольшую, но все же мощь. Нунг-Нунг поразил меня еще до того, как я его увидел. Прекрасная проходка через джунгли, мостики, живая зеленая стена из тропических растений вертикально вырастает над тобой. Подходя все ближе к водопаду, начинаешь слышать его могучий шум и чувствовать капли воды на ресницах. Увидев, начинаешь радоваться как ребенок. Водопад очень мощный, очень красивый. Этот собор зеленый полностью, просто сногсшибательный. Секумпул – самый высокий 80 метров и красивый водопад, который я видел. Дорога на скутере к нему долгая. По пути постоянно просят пожертвования. Влажность здесь огромная, спуск сложный. Но в конце пути вся усталость куда-то испаряется. Ты просто наслаждаешься каждой секундой, стоя рядом. Самое крутое чувство меня посетило, когда я вынырнул из водопада. Чувство жизни. 3-е место. Нуса Пенида. Это небольшой соседний остров, всего в 12 километрах от Бали. Раньше на него ссылали заключенных, прямо в рай. Живет там всего 50 тысяч человек. Дороги в плохом состоянии и опасны для езды на скутере. Тут не просто плохая дорога, ее нету просто, ее нету. Блин, во время дождя, наверное. Мы первый раз в жизни упали именно тут. Выделить хочу, наверное, самое известное место Инстаграма. Келинкин-Бич. С тяжелым спуском, который иногда почти вертикальный. Я думал, что вторая часть дороги будет проще. Тут еще хуже. Просто чуть ли не 90 градусов спускаемся. Но после нас ждал лучший пляж в моей жизни. С огромными чистыми волнами, которые внушали страх и восхищение одновременно. Даймонд Бич, возле которого расположены скалы, напоминающие бриллианты. Рядом возле него есть домики на деревьях, с которых открывается невероятная панорама. Да, мечтал, конечно, в детстве о таком домике на дереве, но все-таки не мечтал о таком прекрасном виде. 2-е место. Убуд, культурный центр острова Бали. Ну, у нас сейчас было какое-то традиционное поздравление с приездом на Бали, где не встретишь выпивших туристов и девушек в бикини. Здесь на каждом шагу мастерские и галереи. Пустая улочка усыпана разными такими входами интересными. Очень атмосферно, очень по-балийски. Вокруг картины, скульптуры и огромное количество храмов. Да, у балийцев явно фантазия бурная. Посмотрите, что они только не приделали этой статуи. Мне тебя жаль. Город располагается в центре острова и окружен сплошными джунглями, дикой природой и рисовыми полями.
В городе находится лес обезьян, где можно встретить огромное количество обезьянок и подружиться даже с самыми маленькими. Рядом находится, вероятно, самая красивая рисовая терраса в мире – Тигелаланг. Убуд, наверное, лучшее место, чтобы прочувствовать атмосферу Бали. Каждый вечер здесь выступают с народными танцами баронг, а если вам повезет оказаться тут на Новый год, Ньепи, что в марте. О, вот это мы попали, всю дорогу перекрыли, люди в белых костюмах. Вы увидите незабываемое шоу. Все это действие символизирует борьбу народа балийского с демонами. Битву злых и добрых духов, которые достигают высоты до 15 метров и качаются на руках десятков балийцев. А это капец какой! Как они такой огромный сделали! Рыба-слон! Ребята на таком адреналине, на таком раше кружили это все. Столько впечатлений. Ну и первое место. Я отдам вулканам. Агунг был первым вулканом, который я увидел, и сразу же понял, насколько природа величественна. Нам удалось найти прекрасный вид сквозь плантации и рисовые террасы, всего в 14 километров от него. Мы сейчас в 14 километрах от действующего вулкана, который проснулся год или два назад и скоро готов извергнуться. А через несколько дней мы поднялись к кратеру активного вулкана Батур и встречали там рассвет. И мы сделали это, Батур. 1717 метров. Прям на краю самого кратера. Лава вышла вон в то место, спалила тут все, блин. И до сих пор 1963 года лежит здесь. Вот она черная. Тут куча таких проемов, очень много, в которых идет такой не сильный, его не видно пар, но ты чувствуешь рукой. Смотрите. Что-то магическое есть в этих местах. Именно благодаря местным. Только вдумайтесь, чтобы успокоить вулкан, балийцы обмотали его многокилометровым белым саронгом и оставили подношение. Друзья, если вам интересно узнать про эти места побольше, то в описании под видео я оставлю ссылки на видео из топа. Там вы узнаете больше специфической информации, крутых мест и, надеюсь, хоть чуть-чуть прочувствуете то, что чувствовал я. На этом у меня все. Вдохновляйтесь и путешествуйте. Пока.